Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Ролевой боевик Wuthering Waves, заявленный как убийца Genshin Impact, добрался до релиза. Однако запуск игры сделал многим больно. Низкая производительность, мыльные текстуры, мерцание, вылеты, огромное количество багов, как мелких, так и реально мешающих, кривые субтитры. Игра тупо может зависнуть, если вы просто будете стоять на месте и ничего не делать. Эти проблемы еще можно пофиксить, а вот факт, что это буквально клон Геншина, уже куда более серьезный. Молчаливый герой, страдающий от амнезии, аналогичное Геншину повествование, механики, интерфейс, дизайн карты, копипаста видна невооруженным глазом. Даже диалоговый ад на месте. Тем не менее, хвалят интересную боевку, анимации и дизайн персонажей. Wuthering Waves доступна на ПК и смартфонах, а в будущем заявится и на PlayStation. Вот только русского языка в игре нихт. Вот круто было раньше. Бежишь скорее со школы домой, чтобы забуриться с друзьями в любимую ММОшку, гонять в рейды, зачищать данжи или тупо качаться. Далеко не все классические онлайновые ролевки из нулевых дожили до современности. Но вот, скажем, в Aion вы вполне можете вернуться даже в 2024-м. Aion Classic — это та самая ММО-ролевка, какими мы их помним. Все те же механики, та самая боевка, зависимая от билда и твоего личного скилла. Каждый класс имеет свою конкретную роль, а значит и стиль игры. Это не только ностальгия, но и яркие живые эмоции, которые ты получаешь, исследуя мир, развивая своего героя и участвуя в легендарных зарубах. Aion Classic сохранила в себе как PvP, так и PvE геймплей, но при этом обогащает привычную формулу с современными улучшениями комфорта. Помимо этого, игра продолжает развиваться и пополняться свежим контентом. Так, в Aion появился класс Каратель, который имеет собственную стартовую локацию, и новый сервер Неджакан, позволяющий всем новичкам играть на равных, зачищать новые подземелья Телос Забытых и Трон Лорда Балауров. А пришедшая на смену арене хаоса Арена Покровительства испытает вашего героя на прочность в сражениях 3 на 3 на 3 с другими игроками. Влетайте в Aion по ссылке в описании и наслаждайтесь классической ММО, как в былые времена. Прогремел очередной фестиваль Warhammer Skulls. Праздник для фанатов Вахи, на котором, как всегда, была куча анонсов и новостей. Пожалуй, самым крупным стал анонс сиквела одной из поистине годных игр по 40-тысячнику — пошаговой тактики Mechanicus. Во второй части можно будет играть как за техножрецов, так и за некронов. Каждой стороне отводится своя сюжетная кампания и собственный стиль игры. Ожидаются новые механики, задействующие окружение, битва за целый мир с захватом и обороной регионов и сценарий, написанный Беном Каунтером. Дату выхода не назвали, даже примерно, а вот среди платформ указаны ПК, PS5 и Xbox Series. Ну что там, Mechanicus, самая ожидаемая игра по Вахе — это, конечно же, вторая Space Marine. На презентации подсветили еще несколько игровых фич. Во-первых, помимо основной кампании, которую можно будет пройти в коопе, будут доступны также и дополнительные задания, рассчитанные на 3 человек. Заявлен и PvP-режим «Вечная война», в котором игроки схлестнутся 6 на 6. Внутри этого режима вас ждут еще 6 режимов: аннигиляция, захват и удержание и так далее. Также стало известно, что выбирать нам предстоит из 6 классов космодесантников, каждый со своими апгрейдами и кастомизацией. Релиз Space Marine 2 состоится 9 сентября. Предзаказ открыт. Для Warhammer 40 000 Boltgun анонсировано дополнение Forges of Corruption, которое привнесет в игру 5 новых уровней в разнообразных локациях, новых врагов и ворох новых пушек. Запуск 18 июня. DLC-шкой обзаведется и Rogue Trader. Аддон получил название Void Shadows. Искатели приключений попадут на Void Ship, наполненный различными угрозами, заданиями, уникальной экипировкой и новыми лорными подробностями. И вместе со всем этим нас встретят новый спутник, коего разрешено заромансить, и новые локации. Дополнение полностью интегрировано в основной сюжет. Пробегаться это дело будет за 15 часов, а релиз 8 августа.
Бесплатное обновление Secrets of the Machine God накинут на Dark Tide. Оно впрыснет в кооперативный экшен новую миссию на заброшенной исследовательской станции Mechanicus, ну и новое оружие. Ждем 25 июня. Предыдущая игра Fat Shark тоже не осталась без свежих новостей. Открытая альфа обновленного PvP режима Vermintide 2 стартует 30 мая на ПК. Дополнение Winds of Magic получит апдейты, пообещали новую систему выкладок, еженедельные экспедиции, 30 новых даров, ну и еще там по мелочи. И это далеко не все Ваха новости, донесенные через Warhammer Skulls. Подробнее читайте на нашем сайте по ссылке в описании. Из раннего доступа Steam вырвалась стратегия Варно. Игра отправляет нас в альтернативный 20 век. Горбачева свергли в результате переворота в 1989 году. Холодная война перешла в активную фазу. Армии НАТО и Варшавского договора развернулись в разделенной Германии. Ну а нам, собственно, отводится роль руководителей боевых действий. С одной стороны выступают Соединенные Штаты, Западная Германия, Великобритания и Франция, а с другой — Восточная Германия и Советский Союз. Более 1000 единиц то есть разнообразных юнитов, детализированные карты, отдельные сценарии, кампании, масштабная PvP с форматами 1 на 1 и 10 на 10, а вместе с релизом версии 1.0 в игру ввели 4 свежие кампании и ворох исправлений. Всех заинтересованных приглашаю на наш стрим сегодня в полдень по московскому времени. В блогах на этой неделе прям праздник годноты. Читал с удовольствием. Очень трудно было выбрать пару для вручения победных косарей и титула лучших блогов недели. Но все же их только 2. Гамбл провел глубокое, детальное расследование с целью узнать, что в действительности известно о темнокожем самурае Ясуке, коего Ubisoft намерены сделать главным героем в новой части Assassin's Creed. А Зельцер поведал, что скрывают саундтреки игр студии Remedy, какой путь прошла музыка от первого Макса Пейна до второго Алана Вейка и о том, как треки Poets of the Fall, написанные независимо от игр, стали ключевыми для этих проектов. Ссылки в описании, обязательно чекните. А победители обратите внимание на личные сообщения на сайте. Нил Дракман, глава Naughty Dog, подаривший нам Crash, Uncharted и Last of Us, дал интервью, из которого стало ясно, что от своих амбиций творец не избавился, а только раскормил их. Так, Нил заявил, что новый проект студии может изменить отношение массовой аудитории к играм вообще. Мол, если такая реакция была на The Last of Us, то какая же она будет на нашу следующую игру? Но вот как раз про новую игру мы ничего и не узнали. Режиссер и сценарист всех фильмов про Безумного Макса Джордж Миллер на премьере новой картины, посвященной Фуриосе, заявил, что игра про поехавшего Максима оказалась не очень хорошей и, мол, вообще не то, что он себе рисовал в голове. А потом сказал, что он тут давеча с Кодзимой виделся. Вот такой мужик. Вот если бы он решил сделать игру по Мэд Максу, вот это было бы четко. Об этих высказываниях узнал Кристофер Сандберг, сооснователь студии Avalanche, которая как раз и разрабатывала Мэд Макс 2015-го. Ну и он отреагировал. Полная чушь, говорит Сандберг. По его словам, задуманную как экшен в открытом мире игру насильно заставили переделать в полностью линейный проект. Целый год разработки пошел на смарку. Но, несмотря на это, игра получилась годной. Вот только издатель почему-то решил выпустить ее в один день с Metal Gear Solid 5. И в результате Mad Max затерялся на фоне, а в плохих продажах обвинили, угадайте кого, Avalanche, и отменили кучу клевых DLC. В общем, мутная история. Но игра и вправду неплохая была. Вы как считаете? И за сим я закончу. Заходите на наш сайт, там Иван Лоев подготовил для вас видеообзор Homeworld 3. Приятного ознакомления и хороших выходных!